Привет, друзья! Привет! Недавно на нашем канале выходило видео про заливной пирог с зеленым луком и яйцом. И многие наши подписчики спрашивали нас, хорошо бы с этой начинкой приготовить обычные пирожки. И мы рецептом своим семейным, которым пекла бабушка, и мама, и тетя, и все в нашей семье, мы поделились. И пирожки, надо сказать, судя по фотографии, которые они прислали, получились изумительные. И мы решили этим рецептом сегодня поделиться с вами. Но решили изменить начинку. И как вы можете убедиться по тем продуктам, которые сегодня у нас на столе, мы решили приготовить пирожки с капустой и пирожки с картошкой. Но начинать, как обычно, мы будем с теста. Поехали? Поехали. 150 мл теплого молока добавляем 7 грамм сухих дрожжей и 15 грамм сахарного песка. Перемешиваем и накрываем полотенчиком. Оставляем минут на 10-15, чтобы дрожжи начали работать. Молоко покрылось дрожжевой шапочкой, значит дрожжи свежие и готовы к работе. Пока наши дрожжи созревали, мы подготовили сухие ингредиенты. Просеяли 300 грамм муки. Добавили к ней щепотку соли. Перемешали. И сделали в муке лунку. И выливаем в нее все жидкие ингредиенты. Молоко с дрожжами, 1 яйцо и 35 грамм растопленного сливочного масла. Сначала мешаем ложкой, а потом продолжаем месить руками. Как только тесто собралось в один комок, продолжаем его месить на столе. Слегка присыпем поверхность мукой и будем продолжать месить тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Смажем стеклянную емкость небольшим количеством растительного масла. Положим туда тесто. Накроем пищевой пленкой и полотенчиком и уберем в теплое место примерно на час. А пока займемся начинкой. Очищенный картофель нарежем крупными кубиками. Подсолим кипящую воду и бросим туда картошку. Пока картошка варится, нарежем лук на мелкие кубики. И будем тушить его до золотистого цвета. Лук готов. Поделим его на 2 части. Проверяем готовность картофеля зубочисткой. Картошка готова. Перекладываем ее в отдельную емкость с помощью шумовки, чтобы избавиться от лишней жидкости. Положим 30 грамм сливочного масла и помнем картошку, чтобы превратить ее в пюре. Посолим. Поперчим и добавим к ней половину жареного лука. Перемешаем. Все, картофельная начинка готова. Теперь нашинкуем капусту. К оставшемуся луку добавляем нашинкованную капусту и тушим ее до готовности. Посолим, поперчим и все перемешаем.
Переложим готовую капусту в отдельную емкость и дадим ей немного остыть. Нарежем 10 грамм кинзы, 2 крутых яйца, и добавим все это к остывшей капусте. Все перемешаем. Вторая начинка тоже готова. За это время тесто подошло. Посмотрите, друзья, как оно поднялось. Припыляем рабочую поверхность мукой и выкладываем на нее тесто. Немного его помесим и раскатаем длинную колбаску. Разделим эту колбаску на 12 частей. Сперва делим пополам, потом каждую часть делим на 6. Из каждого кусочка скатаем колобочек. Накроем тесто полотенцем, чтобы оно не заветрилось, и начнем брать по одному и лепить пирожки. Раскатываем каждый шарик в лепешку диаметром 11-12 сантиметров. Выкладываем картофельную начинку и формируем пирожок таким вот образом. Как следует скрепляем тесто и переворачиваем. Придаем пирожку круглую форму и перекладываем на противень, покрытый бумагой для выпечки. Точно так же формируем еще 5 пирожков с картошкой. Для пирожков с капустой также раскатываем лепешку из теста. Выкладываем начинку, но лепим пирожок по-другому. Придаем ему продолговатую форму, чтобы пирожки с картошкой отличались от пирожков с капустой. И тоже выкладываем их на противень. Накрываем противень с пирожками полотенцем и оставим минут на 10-15. Видите, как подросли наши пирожки? К одному желтку добавим столовую ложку молока и перемешаем. Смазываем пирожки получившейся смесью. Убираем в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 25. Вот они какие красивые получились. Румяные, аппетитные. И с обратной стороны пропеклись и не подгорели. Ну что, с какой начинкой тебя угостить? Какой пирожок дать? С мясом. С мясом? Да, я люблю с мясом. У нас в нашей столовой сегодня мяса нет. У нас есть капуста и картошка. Выбирай. Ну давай с капустой. С капустой? Ну ладно. О, смотри-ка, какой пирожок. Сколько начинки. Давай. Какой Я вообще-то нежный. с капустой пирожки не люблю. Но эти получились просто супер. Шикарные. Даже мне Просто понравились. шикарные. Потрясающе. Теста мало, начинки много. Это самая лучшая пирожковая продукция. Так, а картошку ломать? Картошку? Хочешь? Давай. Давай. Вон, какой красавец. Прям солнышко. Ой, ой-ой-ой.
Какая нежность. Ну-ка, Так. пробуй. Я вообще не люблю пирожки с картошкой. Но это просто шедеврально. Ну как? Очень, Скажи. очень нежный, очень вкусный. Попробуйте. Попробуйте, не пожалеете. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь фантазировать и экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых потрясающе вкусной едой. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!